Привет, друзья! Сегодня в обзоре часы Timex. Модель называется TW16800. Часы в корпусе из поликарбоната. Прочный пластиковый материал. Стекло акриловое. Диаметр корпуса 46 мм. Толщина корпуса 12 мм. Стекло немножечко утоплено относительно корпуса. Часы весят всего лишь 40 грамм. Нейлоновый ремешок, прочный, четырехслойный нейлон. Очень практичная эмблема Timex. Задняя крышка из нержавеющей стали, тип батареи CR2016, водозащищенность 50 метров. Ну и номер модели, эмблема Expedition на задней крышке. Безель одностороннего вращения. В основном режиме стрелками отображаются часы, минуты, секунды. Эта же информация дублируется на нижнем табло, причем обратите внимание, нижнее цифровое табло, оно независимое, соответственно вы можете наблюдать одновременно время в одном и в другом часовом поясе. Также мы можем нажатием кнопки посмотреть дату, 6 месяц, 10 число, понедельник. При долговременном нажатии информация остается на табло, то есть вот сейчас часы. Кратковременная выводит дату. Если нажимаем и держим, дата остается точно так же в обратном порядке. Теперь о режимах. Режимы: будильник для двухчасовых поясов. Как видите, здесь высвечивается Т1. Есть еще второй часовой пояс. Вот эта кнопка активирует режим будильника. Также имеется ежечасный сигнал отключаемый. Следующий режим — таймер обратного отсчета до 24 часов. Следующий режим — хронограф. Хронограф отображает два режима: или отдельно время круга, или время с начала старта с промежуточным результатом сплит. Сейчас я покажу. Вот это режим отображения времени круга. Старт. Каждое следующее нажатие показывает время между нажатиями, то есть время каждого последующего интервала, который мы замеряем. Если не нажимать кнопку, через 10 секунд часы выходят из остановленного состояния и продолжают измерение. Вот нажали, следующий круг 13:20, следующий круг 4:20 и так далее. Стоп. Эта же кнопка переключает режим отображения сплит. Сплит — это время исчисляется с момента старта. Вот мы стартовали. Первое нажатие 5:81. Второе нажатие 10:10. То есть все время суммируется с момента старта. Или тот режим. Одновременно их использовать нельзя, к сожалению, но это и не чисто спортивные часы, поэтому этой модели это простительно. Следующий режим — это второй часовой пояс. Как вы видите, здесь стоит режим отображения 12-часовой, то есть 2 часа по полудню. Но это не самое интересное. Самое интересное, что почему-то здесь еще есть возможность другой даты, хотя это совершенно бессмысленно. То есть дата должна, конечно, синхронизироваться. Вы видите, сегодня я выставил 6 месяц, 10 число, то есть 10 июня. Во втором часовом поясе как бы еще апрель месяц. Но спишем это на недоработки программистов. На этом о функционале все. Сейчас я покажу часы на руке и посмотрим, как работает фирменная подсветка. Вот часы на руке, мое запястье 18 сантиметров. На ремешке еще есть запас примерно на 2,5 сантиметра. То есть итого часы рассчитаны примерно до 20,5 сантиметров. Но это с данным ремешком, потому что ремешок вы можете поставить другой. И соответственно на большую руку, если вам нужно, то часы тоже будут подходить. Вот. Часы очень легкие, еще раз подчеркиваю, 40 грамм они весят, совершенно не ощущаются на руке. Читаемость просто отличная. Вот так вот еще раз посмотрим. Теперь покажу подсветку. Вот фирменная люминесцентная подсветка Indiglo. Ну, вы видите, читаемость просто отличная. Просто отлично, здесь нечего добавить.
Кстати, хочу сказать, что люминофора на стрелках нет, видно, конструкторы посчитали это лишним. Теперь пару замечаний. Вот здесь есть маркировка кнопок Set, Mode, Indiglo и Alarm. Первая, кнопка Indiglo не совсем удобна, было бы удобнее, если бы она была в этой стороне. И второе, вот подпись Alarm немножко сводит с толку, когда вы работаете в режиме секундомера. Вот, например, вот здесь сразу сообразить, что это кнопка старт, не так-то просто. То есть, как бы вот это старт, вот это стоп, причем стоп и сброс одновременно. Вот. Ну а других замечаний нет. На этом обзор заканчиваю. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. Подписывайтесь на канал. Ссылка на часы, как всегда, будет внизу видео. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Всем спасибо. Пока. До новых видео.